Всем привет! Меня зовут Надя, и вы на моем канале о вязании. И в этом видео я хочу связать сумку из джута. Мне потребуется 4 таких мотка. Это халва, размер М, то есть толщина нити 2 мм. Остальные ее характеристики у вас на экране. Вязать я буду крючком номер 5, и вязать я буду в 2 нити. Для этого один хвостик беру из центра, а другой просто с края мотка. Итак, набираю цепочку из воздушных петель для донышка. Раз, два, я набрала 10 петель, и длина этой цепочки будет глубиной моей сумки. Дальше отсчитываю 2 звена от начала, 1, 2, и в 3-е звено в перемычку вот так вставляю крючок. Подхватываю рабочую нитку и делаю обычный столбик без накида. Прохожусь столбиками без накида до конца цепочки. Последнее звено, вот оно, это у меня не узелочек, я никогда не делаю узелочков в вязании крючком, это тоже последнее звено, сюда мы делаем последний столбик без накида. Итого столбиков без накида у меня получилось 8. Дальше делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд и разворачиваюсь. Хвостик я сейчас ввяжу в свой 2-й ряд. То есть кладу его вот так, параллельно 2-му ряду. Первое звено, давайте пока уберу хвостик, я пропускаю, сюда я сделала воздушную петлю, а во 2-е звено начинаю вязать опять столбики без накида. Их также должно быть 8. И последний столбик без накида, он придется в подъемную цепочку 1-го ряда, вот сюда. Два ряда готово, снова делаю воздушную петлю подъема, снова разворачиваюсь, 1-ю петлю опять пропускаю и во 2-ю вставляю крючок. Подхватываю рабочую нитку и опять вяжу 8 столбиков без накида до конца ряда. Последний 8-й столбик делаю в подъемную петлю предыдущего ряда. Вот она. Вот так я вставляю крючок. Ой, как он выходит с лица. Или с изнанки. Так и делаю. Ну и дальше продолжаю вязать поворотными рядами на ширину своей сумочки. Итак, я связала 24 ряда, и мне этого будет достаточно. После того, как вы свяжете донышко, его нужно хорошенько отпарить, отгладить на самой максимальной температуре. Я глажу. Размеры моей детали 29 примерно сантиметров, даже может быть 30, и так 9 сантиметров. Дальше я перехожу к вязанию стеночек, и здесь мне потребуется 1 марк. Буду обвязывать эту заготовку по периметру, по спирали. В первую точку, туда, куда сделана последняя петля последнего ряда, я делаю
еще одну петлю, потому что это угол. На угол я вешаю маркер. И дальше я прохожусь по одному столбику в край. То есть вкалываю крючок как бы за последний столбик каждого ряда. Так прохожусь вот до этой точки. В идеале количество столбиков по длинной части должно быть равно количеству ваших рядов. У меня это 28, ну или хотя бы оно должно быть одинаково с двух противоположных сторон. Я уже связала 26 петель, первая у меня отмечена зеленым маркером, и у меня остается как раз 2 точки на 2 петли. Предпоследняя петля, 27, и последнюю петлю, 28, я делаю вот сюда, в край. Вот так. В эту же точку я делаю еще один столбик без накида для угла. Дальше прохожусь столбиками без накида под косичку. Вставляю крючок под обе тушки косички. Здесь все очень плотно. Теперь считаем от угла у меня, вот здесь видно, да? 2 петли выходят из угла. Считаем 1, первую петлю, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У меня все правильно. Все помните, вначале мы набирали цепочку из 10 петель, одна петля, которая была подъемной. То есть получалось 9 петель. И здесь тоже по краю я сделала 9 столбиков без накида. Опять в краевую точку делаю вторую петлю и перехожу на обвязку второй длинной стороны. Здесь все то же самое, что мы делали с противоположного края. Точно так же вставляю крючок как бы в отверстие за первой петлей каждого ряда и прохожусь так до второй короткой стороны. Последнюю 28-ю петлю делаю вот в эту точку. Видите, она приходится между предпоследним и последним рядом. И фактически на этом обвязка донышка закончена. Вторую угловую петлю на последнем углу я делаю не в ту же самую точку, а вот сюда, в первую подъемную петлю этого ряда. И дальше я просто перехожу на обвязку по спирали. Опять под обе тушки косички. Вот так вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку, провязываю. Снова под обе тушки подхватываю, провязываю. Прибавок никаких я не делаю. Дальше все просто по одной петле в каждую точку на нужную высоту. Вязать я буду по спирали, как я уже сказала, соответственно, никаких петель подъема либо соединительных петель в конце каждого ряда я не делаю. Ну и так далее. Вяжу на нужную высоту.
Итак, провязала я в высоту 30 рядов, и я решила остановиться на этом. Последняя петля у меня петля перед маркером, то есть вот провожу от петли с маркером мысленно прямую и останавливаюсь в точке перед этой петлей. В сантиметрах это получается приблизительно, ну тоже где-то 30 сантиметров плюс-минус. И дальше нужно мне еще сделать отделочный ряд из соединительных петель по краю этой сумочки. Здесь все просто, не делаю никаких переходов, вставляю крючок в следующее звено под обе дужки, подхватываю рабочую нитку, одну петлю через другую. Опять в следующее звено под обе дужки, одну петлю через другую. Вяжу так по периметру сумочки до конца ряда. Итак, дошла я до конца ряда, мне нужно провязать еще одну соединительную петлю. Вытаскиваю немножко нить, обрезаю ее. Вставляю крючок под первую соединительную петлю, подхватываю рабочую нить, вывожу ее и дальше завожу крючок с изнанки в полотно и в последнюю соединительную петлю вот так. Ну и соответственно вот так с изнанки. Снова подхватываю рабочую нить, снова вывожу ее. Таким образом край мой смыкается. Прячу хвостик в рядах. Сама сумка почти готова. Посмотрите, какой плотный и ровный край у нее получился. Дальше перехожу к вязанию ручек. Итак, для ручки сначала я отматываю хвостик приблизительно метр. Этим хвостиком я буду пришивать один край своей ручки. И беру все тот же крючок номер 5 и начинаю делать цепочку из воздушных петель. Раз, два, три, 4. Я делаю 4 воздушных петли. Это будет ширина моей ручки. Если вам нужна более широкая ручка, делайте, соответственно, больше. Отсчитываю 1, 2 и вставляю крючок в третье звено. В перемычку опять. Подхватываю рабочую нитку, делаю столбик без накида. В последнее звено, опять-таки в перемычку, вставляю крючок. Точно так же. Вот так. Подхватываю рабочую нитку, делаю опять, еще раз, делаю опять столбик без накида. Дальше воздушная петля подъема на следующий ряд, поворачиваюсь. В первую точку я не делаю столбика без накида, здесь роль столбика без накида играет воздушная петля. Во второе звено под обе дужки косички вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку, делаю столбик без накида. Ну и соответственно в третье звено под подъемную косичку вот так подхватываю рабочую нитку. Это самый сложный момент в этой ручке, делаю столбик без накида. Снова воздушная петля подъема, разворот. Первое звено пропускаю, во второй столбик без накида и в третье звено, вот смотрите, как я ввожу в последнее звено, вот так. И вот так выходит крючок с лица. Подхватываю, делаю опять столбик без накида. Воздушная петля, разворот, опять 2 столбика без накида. Раз, 2. И продолжаю вязать так на нужную длину своей ручки. Для ручек я связала
62 ряда в высоту и с каждого конца оставила длинные нити для того, чтобы этими нитями пришить ручки к самой сумке. Ручек я связала 2. Перед тем, как начать сшивать ручки и сумку, нужно хорошенько отпарить и отгладить саму сумку и ручки, чтобы они приняли нужную форму и красиво лежали в изделии. Саму сумку нужно просто согнуть пополам, так как вы будете ее носить, и тоже хорошенечко пройтись по ней утюгом с паром. После того, как сумка отглажена, я просто на глаз примеряю ручки, так как симметрично моему глазу, так как мне ровно. И дальше с помощью вот этих вот оставленных нитей и обычной пластиковой иголки я буду пришивать каждую из этих деталей. Ручку я пришиваю последний ряд ручки ко второму ряду от начала края сумки вертикальными стежками. Ну, соответственно, просто прикладываю и начинаю. Следующий ряд ручки я точно так же пришиваю вертикальными стежками к первому ряду сумки. И так я проделаю со всеми 4 точками. Вот такая большая и вместительная сумка получилась у меня. У меня ушло ровно 4 мотка пряжи размером М на эту сумку, даже хвостиков не осталось. Длина ручек 63 сантиметра. Если вам понравилось это видео, и если оно оказалось для вас полезным, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Пока-пока!